Приветствую всех птиц и свиньи, с вами я Flexbird и могу вас поздравить. Angry New Year, о котором мы говорили в прошлых видео, официально начался. Почему я в этом так уверен? Ведь Рови толком не объяснили, что это такое и что за мероприятия в него входят. Что ж, все дело в новом финансовом отчете за последний квартал 2021 года и за весь тот год в целом. Отчет был опубликован 11 февраля 2022 года. И там есть интересная информация, о которой мы еще поговорим. Но сейчас нас интересует заявление генерального директора Rovio Александра Пельтье-Норманда. А именно один конкретный абзац. В конце прошлого года мы сказали, что будем делать объявления о различных инициативах бренда в рамках Angry New Year. Мы были активны и стратегия развивалась так, как планировалось. Среди прочего, мы сотрудничали с широко популярной игровой платформой Roblox, также Angry Birds Summer Madness, первый мультсериал Angry Birds с полноценными эпизодами, вышел на Netflix в январе. Эти события вызвали радость наших фанатов, дальнейшие инициативы появятся позднее в этом году. Из этого становится понятно, что Angry New Year наступил. Angry Birds Journey и Angry Birds Summer Madness являются его частью. Про Summer Madness мы еще поговорим в следующих видео, а сегодня разберемся с Angry Birds Journey. Лучше ли это игра Angry Birds за 7 лет или очередная донатная фигня для детей? Полетели. Angry Birds Journey 24-я игра серии Angry Birds и 11-я игра с классическим геймплеем с рогаткой. Игра выполнена в дизайне милых птиц из Dream Blast. Journey была выпущена как Angry Birds Casual в США, Финляндии, Польше и Швеции в App Store от Apple в марте 2020 года. Она была удалена из App Store в декабре этого же года из-за того, что игра была переименована в Angry Birds Journey, которая была выпущена в том же наборе регионов наряду с Данией и Канадой 14 января 2021 года. 9 декабря 2021 года на официальных страницах Angry Birds Facebook было подтверждено, что игра скоро станет доступна по всему миру. И 20 января 2022 года состоялся официальный мировой релиз. В России игра вышла на день раньше. Так чем же сопровождался выход игры? Было выпущено несколько рекламных анимационных роликов по игре, и, честно говоря, довольно качественных. Что, конечно, радует, потому что в последний раз реклама такого качества выходила в прошлом году по Dream Blast. Также несколько крупных изданий написали про выход игры, в том числе и Hollywood Reporter. И причина этому есть, не только деньги, которые занесли Rovio. Как писали сами разработчики Angry Birds Journey, это первая за 7 лет игра в классическом геймплее с рогаткой. И это, конечно, не совсем так. Выходили игры виртуальной реальности, хотя это не совсем тот классический геймплей, но принцип остался тот же. Да, и в прошлом году, хоть и эксклюзивно на iOS, но все-таки вышла Angry Birds Reloaded. Правда, эта игра является просто компиляцией уровней из Angry Birds Classic в другом порядке и с обновленными текстурами, но про нее мы еще поговорим в другой раз. Там как раз обновление, посвященное вечеринке с Daft Punk, вышло. Так что с большой натяжкой, да, можно сказать, что Angry Birds Journey это первая за 7 лет игра в классическом геймплее. А VR-игры и полувозвращение Classic не считается. Также в рамках маркетинговой кампании Rovio устроили предрегистрацию, которая заключается в том, что вам надо указать почту, и когда игра выйдет, вам придет оповещение. Если вы скачаете игру в первую неделю после ее выхода, то получите подарки. Нас там дразнили каким-то золотым редом. И это оказался просто эксклюзивный аватар. И все. Еще дали аватар алмазной стеллы и бесконечной жизни на 24 часа. Что, конечно, полезно, если вы решите пройти игру за один день. Да, Rovio нужно было нагнать скачиваний, чтобы игра попала в топы. Так что те, кто не предрегистрировался, немногое потеряли. Также в других играх появились события, связанные с релизом новой игры. Турнир в Angry Birds Friends, события в Angry Birds 2... И даже в Angry Birds Island добавили рогатку из Journey, которую можно использовать практически везде на острове, кроме помещений. И перед тем, как ее добавить, Red устроил у себя в официальном аккаунте в Твиттере опрос. Он спросил, что добавить из этой игры в Angry Birds Island.
Ну и в итоге добавили эту рогатку. Ну и перед тем, как уже перейти непосредственно к самой игре, прочитаем, что писали про нее сами Rovio в день релиза. Это взято с их официального сайта, если что. После успешного мягкого запуска в некоторых регионах Angry Birds Journey сегодня вышла и доступна в магазинах приложений по всему миру. В течение 12 лет франшиза видела, как персонажи Angry Birds проникают в различные игровые жанры, но Angry Birds Journey возвращает птицу в их знаменитую рогатку для игр головоломок с рогаткой в сердцевине. Переработанная и оптимизированная Angry Birds Journey несомненно является современной Angry Birds, идеальной казуальной игрой-головоломкой, в которую можно играть в любое время. Доступная и веселая игра содержит яркую историю и богатый игровой мир для исследования. Верная своему названию Angry Birds Journey отправляет птиц в приключения в дальние уголки своего мира, в поисках таинственных яйцевидных артефактов, известных как Eggs Wonders, или яичные чудеса. Ну, так как-то. А что вы хотели? Стая должна обнаружить и активировать эти мощные предметы, прежде чем свиньи доберутся до них. Все игры Angry Birds имеют восхитительное разрушение в своей основе, но рогатка является фаворитом фанатов. Генеральный директор Александр Пельтье-Норманд сказал: «Любовь к оригинальному геймплею с рогаткой все еще сильна спустя 12 лет. Сегодня с глобальным запуском Angry Birds Journey мы рады представить игрокам совершенно новый игровой опыт Angry Birds, который ставит рогатку в центр внимания. Несмотря на то, что Angry Birds Journey сильно отличается от классических игр своим обновленным и оптимизированным геймплеем, она наполнена тем же удовлетворительным геймплеем и теми же знаковыми персонажами, которые определяли игры Angry Birds на протяжении многих лет. Мы считаем, что в Angry Birds Journey есть что полюбить давним поклонникам Angry Birds, но она также более доступна и, следовательно, является отличной отправной точкой для тех, кто никогда не сталкивался с классическими играми с рогатками. Запомните вот эту последнюю мысль. Вы это еще сегодня услышите. Ну что ж, теперь можно перейти к самой игре и посмотреть, насколько все эти слова соответствуют действительности. С момента выхода игры прошло чуть больше месяца, и я прошел, почти 1,5 эпизода. Да, конечно, немного, но, честно, я не то чтобы сильно хочу в это играть. Но вообще, за это время игра успела получить первое обновление. Мне важно было посмотреть на игру в динамике перед обзором, чтобы хотя бы немного понимать, в каком примерно направлении она будет развиваться. И так как я записал кучу футажей до обновления, так что буду использовать их в ролике, потому что не выбрасывать же их. Поэтому не удивляйтесь, если у свиней будут разные выражения лиц. Но пройдя первый эпизод и несколько уровней из второго, с игрой уже все стало понятно, и дальше ее проходить мне особого смысла для обзора не было. Ну а теперь к самой игре. Встречает нас единственная катсцена в игре, с которой мы узнаем завязку. По сюжету Ред, Чак, Бомб, Стелла и птенцы играют на пляже. Но вдруг какой-то таинственный голубой туман гипнотизирует птенцов, и они идут в пещеру, где находят голубое яйцо, из которого вылупляется Гея. Новый персонаж Angry Birds, который представляет из себя какую-то таинственную сущность в виде голубой птицы. Эта Гея рассказывает про артефакты и яичные чудеса, которые нужно собрать, чтобы она снова повылуплялась, и я не знаю что, помогла вырастить урожай. Ладно. Птиц видят свиньи и решают собрать яичные чудеса, чтобы, не знаю, сделать из них украшения или стать правителями чего-то. Но свиньи понимают, что они яйца забрать не смогут, так как на это способны только птенцы. Поэтому они решают захватить с собой птенцов в клетках. Птицы замечают свиней, и они отправляются в путешествие по поиску яичных чудес на воздушных шарах. И это весь сюжет. Что ж, в целом вообще ничего не понятно. Ладно. Присутствие сюжета уже похвально, потому что я даже уже не помню, когда мы последний раз видели нормальный сюжет в играх про птичек. Кринж в катсценах из Reloaded не считается. Ну а в целом ничего особо интересного во вселенной Angry Birds эта игра не приносит. Понятно только то, что действие происходит в совершенно новой вселенной, которая, возможно, связана с Dream Blast и Bubble Trouble из-за похожего дизайна персонажей и графики. Но в любом случае Rovio хотя бы смогли оправдать название этой игры. С сюжетом и лором разобрались. Идем дальше.
В игре 5 глав и дополнительное под названием «Испытание Геи», которое нужно для того, чтобы игроки чем-то занимались в ожидании новых глав. В испытании бесконечное количество уровней, взятых в рандомном порядке из старых глав, потому что одна из фишек этой игры — это то, что главы нельзя перепроходить, но об этом позже. Я не буду сравнивать игру с тем, как было раньше, хотя я играл до релиза, потому что я как бы скачиваю игру как клиент, уже вышедшую, и мне как-то не особо интересно, что было раньше в бета и альфа-версиях, да и какая в целом разница, я получаю уже готовый продукт. Скажу только то, что игра не сильно изменилась. Начнем с геймплея. Ну, что здесь сказать. Он действительно довольно казуальный, взял много механик из игр в жанре 3 в ряд. Уровень здесь, как и в Angry Birds 2, делится на несколько этапов. И птицы даются рандомно, но выбирать их нельзя. В игре 5 играбельных персонажей. Чак, Бомб, Сильвер, Стелла и Ред. Способности активируются только при контакте с постройками. Чак ускоряется и летит дальше через препятствия, Бомб взрывается, Сильвер делает петлю и летит вниз, Стелла создает пузырь и поднимает блоки воздуха, затем выбрасывает их. Ну а Ред наносит несколько целенаправленных ударов по постройкам. И да, может показаться, что он здесь самый сильный, но на самом деле он самый бестолковый из-за своей неконтролируемости. Не всегда он бьет в нужные места, если даже бить особо некуда. Роя, конечно, вроде как проапгрейдили его в обновлении, чтобы он стал умнее и точнее наносил удары. Но может, конечно, и стало лучше, но не намного. Я разницы вообще особо не заметил. Ред, конечно, иногда все-таки достаточно полезен, но такое случается нечасто, и он может только все испортить. Но это сходится с главной идеей этой игры – дать игрокам меньше контроля, чтобы заставить их задонатить. Враги представляют из себя различных свиней квадратной и круглой формы, а также клетки с птенцами, шары с птенцами, замороженных птенцов, которых надо растопить, освобождая путь для луча света, ну и мотыльков, которым нужно помочь воссоединиться, разрушив препятствия между ними. Зачем нам вообще помогать мотылькам? Про них ничего не было сказано в вступительной касцене, и зачем свиньям запирать мотыльков в клетке. Без них игра стала бы проще, потому что с искусственным интеллектом у них тоже все не так хорошо. Хотя, справедливости ради, Рови улучшили его в обновлении, и в отличие от Реда это заметно, хотя можно было бы сделать и лучше. И когда мотыльки находятся близко и ты стреляешь в них, чтобы разрушить блок, который им мешает, кажется, что птицы их убивают. Еще такое сердечко появляется, мило. Ладно. Что же касается блоков, то здесь классические стекло, дерево, динамит, камень. Правда, разницы между ними не чувствуется, потому что птицы примерно равны по силе. И разрушают все блоки одинаково легко. Ну и также в игре есть всякие особенные блоки, типа желейных блоков, неразрушаемых, лаки блоков, веревок, цепей и много другого. Также блоки здесь могут быть закреплены в воздухе на гвоздях. Ладно. Что касается самих построек, то они ничего интересного из себя не представляют. Это не старые игры, в которых выстраивали какие-то интересные сооружения. Здесь, конечно, тоже пытались сделать из блоков реальную технику, здания, корабли, животных, но ничего из этого не запоминается и уровни ощущаются одинаково. Это происходит из-за большого размера самих блоков, из чего следует, что здесь довольно маленькое пространство для самих строений. Из-за этого возникает другая проблема. Все, что ты можешь делать в игре, так как птицы ты выбирать не можешь, способности сам активировать не можешь, целиться тоже особо не составляет труда, здесь отличный прицел, так что единственная задача игрока это выбрать, куда стрелять. Но из-за размера уровней выбор не особо большой. И звучит это, конечно, так, что игра совсем простая и уровни проходить там как нечего делать, но на самом деле нет. И это не только из-за того, что птицы даются совершенно рандомно, что напоминает выдачу шаров неподходящих цветов в 3 в рядках, но и из-за физики. Да, физика в этой игре отличается от физики в старых играх с рогаткой, таких как Angry Birds 2, Angry Birds Friends и даже Reloaded. И проблема не в том, что мы привыкли к той физике, но и в этом, конечно, тоже. В тех играх все было довольно понятно и интуитивно. Если свинья упадет с большой высоты, то она погибнет. Если на капрала упадут вот эти конкретные блоки, то он, скорее всего, выживет, хотя немного поранится. Тут как бы все зависело от прочности врагов и объектов,
А в Angry Birds Journey все работает немного по-другому. Чтобы уничтожить свинью или клетку с птицей, необходимо, чтобы она сильно ударилась об землю. Ну или упала в какую-нибудь пропасть. Почему бы и нет, кому нужны эти птенцы. Также на них могут упасть блоки сверху, ну или они столкнутся со способностями птиц. А вот падать на блоки они могут спокойно, и им ничего не будет. Поэтому у вас по всему уровню летают свиньи и падают на блоки в разных углах уровня, а вы потом их уничтожаете по отдельности. Или вот здесь есть шары с птицами, чтобы уничтожить которых нужно отправить их в небо. Хотя по логике они должны были просто улететь и все. И вот эти шары постоянно оказываются заваленными под блоками, которые приходится расчищать. И на самом деле это большая проблема игры. Как верно подметил автор статьи «Не злые, а жадные» на сайте ixbt.games, уровень почти сразу превращается в какую-то просто груду обломков, из которой приходится выковыривать птиц и свиней. Что, конечно, не особо интересно, и какой-то особой тактики в этом всем нет. Однажды один шар у меня вообще просто застрял у уступа, висящего в воздухе. И пока я каким-то чудом его оттуда вытащил, птицы закончились. Сами птицы могут отскакивать от боковых стенок экрана, что довольно странно. И до этого еще нужно как-то догадаться. И в этом и проблема, что физика здесь довольно сильно разнится с физикой реальной жизни, и поэтому вещи, которые нам кажутся логичными, потому что мы проецируем их из реальной жизни и из старых игр, здесь могут не работать. Потому что они не очень мотивируют в этой ситуации донатить. А Rovio это невыгодно. И здесь некоторые уровни подписываются как сложные или экстремальные, но это не всегда соответствует действительности, и на обычный уровень вы можете потратить больше времени, чем на экстремальный. Но ладно. В игре есть система жизней, максимум их 5. Когда жизни закончатся, вам надо будет ждать их восстановления. Ну или можно купить новые в магазине. Ну и понятно, что из-за проигрыш или выход из уровня вы теряете жизнь. Но вы можете использовать внутриигровую валюту или посмотреть рекламу, чтобы получить дополнительных птиц. Я, правда, этим ни разу не воспользовался, потому что для обзора мне надо было посмотреть, как игра будет ощущаться без этих всяких реклам и донатов. Ну и даже если бы я играл для себя, тоже бы не стал этим пользоваться, потому что это убивает всякий челлендж, а следовательно и интерес к игре. Также в игре есть шкала злости, которая накапливается за счет разрушения объектов в игре. Раньше мы этим занимались, чтобы набрать очков и пройти уровень на 3 звезды, а тут для этого. Когда шкала заполнена, вы можете усилить птицу. Она увеличивается в размере, но ее удары будут наносить больше урона, и способности действуют дольше. И когда шкала заполнена, ее больше нельзя заполнять. И поэтому лучше стараться тратить усилитель быстрее, чтобы потом опять начать накапливать злость. Потому что в этой игре шкала злости очень сильно помогает, и без этих усилителей играть практически невозможно. И на этом строится одна из манипуляций игры, нацеленная на донат. В игре есть шкала серии побед. Когда вы проходите уровни с первой попытки, она растет. А когда проигрываете, обнуляется. Ну и за серию побед вам дают усилители шкалы злости и солнышки. Про солнышки сейчас еще расскажу. Ну и пройдя 5 уровней без проигрыша, играя также дальше, вы будете получать в начале уровня 3 усилителя на птиц просто так, что очень сильно помогает в прохождении. И теперь вы понимаете, что проигрывать становится еще обиднее, потому что вы теряете всю серию и остаетесь без бонусов. И появляется мотивация посмотреть рекламу или задонатить, чтобы получить дополнительных птиц для прохождения. Ну и понятно, что если бы уровни можно было бы перепроходить, и здесь были бы звезды за прохождение, то такая система вымогательства доната просто бы не работала. Да, можно сказать, что здесь Rovio пожертвовали звездами и реиграбельностью ради доната. Ну а им же надо как-то все-таки монетизировать игру. Потому что в игре просто так реклама не включается. Что можно отнести к плюсам. Потому что уважение к игрокам у них все-таки есть. Ладно, дальше про игру. За прохождение каждого уровня вам дается определенное количество солнышек. И дополнительные солнышки даются за каждую непотраченную птицу. Так что хоть звезд и нет, но мотивация экономить птиц осталась. Хоть и такая себе. И обычно здесь лишь бы уровень пройти, о том, как бы сэкономить птиц, ты даже и не думаешь. Солнышки заполняют шкалу внизу экрана меню.
За ее заполнение даются монеты и ящики, из которых выпадают монеты, пауэрапы, дополнительной жизни. Тут есть и вторая голубая шкала. Она заполняется звездами, которые дают за прохождение уровня. За каждый уровень дается одна звезда. И собрав 20 звезд, то есть пройдя 20 уровней, открывается ящик, из которого, кроме того, что выпадало в первом ящике, также выпадают аватары и фрагменты пазла. Это, если что, фрагменты заднего фона эпизода в меню. Постепенно проходя уровни, вы собираете всю картину. Ну да, история здесь подается только так. Ну и раз я уже заговорил о пауэрапах, то в игре их 3. Это леденящее облако, которое замораживает все на уровне, дождь из уточек, ну понятно, уровень засыпает уточками, и сила цветов, из земли вырастают цветы, разрушающие постройки. И несмотря на то, что система с уровнями была изменена, чтобы заставить игроков донатить, справедливости ради в игре есть много вещей, которые помогают комфортно играть и без траты денег. Ну, во-первых, это бесконечная жизнь на определенное время, которое можно получить, открыв какой-нибудь ящик, о которых я уже говорил, ну или другими способами, о которых сейчас и поговорим. В игре есть такое временное событие, как праздник костров. Суть вот в чем. На уровне у некоторых блоков появляются метки с листьями. Разрушая эти блоки, вы получаете эти листья, и когда событие заканчивается, в зависимости от места, которое вы заняли, соревнуясь с другими игроками в собирании листьев, вам могут дать различные награды. Ну и это событие в игре постоянно появляется и длится по несколько часов. Ну, несколько часов, это часов 16. Ну, ладно. Также в игре появляется подсолнух, который дает эффект увеличения количества получаемых солнышек на время. Если вы заходите в игру каждый день, время эффекта увеличивается. Также в игре есть ларец птенчика, который открывается на определенное время, и в котором вы можете обменивать яблоки на пауэрапы, дополнительные жизни, монеты и солнышки. Яблоки собираются так же, как и листья. Если вы купите в ларьке все 6 предметов, которые сейчас продаются, то вам дадут подарок. И покупать там что-то смысла нету, так как яблоки все равно теряются, когда ларек закрывается. Потому что за тебя там покупают свиньи. Ну, так пишут в игре. Так что, несмотря на то, что пауэрапы и монеты я ни для чего не использую, в ларьке есть смысл закупаться хотя бы из-за бонусных жизней и солнышек. Также в игре есть зелье дня. Каждый день вам дается один бесплатный пауэрап в начале уровня. И у вас нет выбора, использовать его или нет. И еще здесь есть приключения дня, который вам представляет Виви. Это птенец из Angry Birds Kino 2, если вдруг вы забыли. Приключение заключается в прохождении уровней, которые вам дают на время. Там у вас есть другая шкала жизни, состоящая из 2 сердец. Пройдя 3 уровня, вам дают сундук с призами. И пройдя 3 таких уровня 15 раз, шкала внизу заполнится и вам дадут какой-то супер сундук. Уровни там берутся из прошлых эпизодов. Ну и что еще? В игре есть рейтинг, где вы можете посмотреть, на каком вы месте по прохождению уровней в регионе или мире. И понять, насколько плохо вы играете в эту игру. Но вообще в этом особо нету смысла, может в будущем что-то и добавят, но пока вы просто можете посмотреть, кто прошел больше всего уровней. Также в игре есть почта с судьей Пекинпом. Это его первое появление со времен Angry Birds Kino. Рад, что его добавили, потому что было обидно, когда он не появился в сиквеле мультфильма. И это все, что здесь есть из интересного. Ну а так, это просто обычная почта, где пишут про обновления, разные новости присылают. И здесь можно получить награды за переход в Instagram игры или в Facebook. Ну или за что-то еще. Ну короче, понятно. Что ж, если подводить итог по геймплею, то конечно игра построена так, чтобы заставить игрока задонатить. Но при этом здесь хватает различных лазеек, бонусов, чтобы можно было вполне спокойно играть и без рекламы с монетами. Да, здесь нет системы со звездами, но перепроходить такие уровни не очень-то интересно. В целом это просто классический геймплей Angry Birds, оказуаленный и с непривычной физикой. И у игроков здесь довольно мало контроля. Поговорим об интерфейсе. Что ж, здесь все хорошо. Меню удобное и интуитивно понятное для такой системы уровней. На уровне тоже все хорошо, пауэрапы не мешают игре и не закрывают экран, как, например, в Angry Birds Friends. Как же это просто в ней бесит. Но ничего не поделаешь, в игру я играю. Правда, Journey можно управлять из любой части экрана, поэтому иногда можно случайно выстрелить, но в целом это не страшно.
Хотя понятно, почему они так сделали, ведь здесь видно весь уровень, его не надо увеличивать или уменьшать, или пролистывать в разные стороны, чтобы посмотреть, где что находится. Да, игра сделана так, чтобы всем все было видно. Ну и раз я сказал об этом, давайте перейдем к такой важной составляющей игры, как визуальный стиль и графика. Я не буду говорить о самом дизайне, потому что, да, конечно, игра выполнена в таком милом дизайне Dream Blast, который многих раздражает, но какая все-таки разница, в каком стиле выполнена игра, главное все-таки геймплей, и всем сразу тем более не угодишь. Понятно, что игра рассчитана на детскую аудиторию, поэтому выбрали такой дизайн. Но это я бы все-таки не стал записывать в минус, потому что сама по себе игра графически очень красивая. Все выполнено на уровне. Птицы, свиньи, фоны, все это выглядит хорошо. Про дизайн птиц и свиней я не буду говорить, для этого визуального стиля выглядит вполне удовлетворительно. Но здесь стоит обратить внимание на локации, потому что здесь есть одна из проблем игры. Сами локации достаточно красочные, вот здесь айс стоит. Фоны размытые, но в отличие от Reloaded, они выглядят гораздо лучше проработанными, с большим количеством деталей, и передний план со всякими уступами и холмами спасает. Так что в целом это все выглядит неплохо. Но проблема в том, что в одной главе 160 уровней, и все они происходят в одной локации, на одном фоне. Конечно, эти уровни проходятся все-таки быстрее, чем в старых играх, но не 160 же уровней на одном фоне. Главы здесь делятся на 2 эпизода по 80 уровней. И знаете, чем отличаются эпизоды? Фоном в меню. Это тот фон, которому нужно еще пазлы собирать, чтобы открывать новые детали на изображении. Да, но знаете что? Играя, вы будете мечтать о том, чтобы открыть второй эпизод и увидеть новый фон, или получить новый пазл, потому что человеческий мозг просто так устроен, что нам нужно видеть что-то новое, чтобы хоть что-то менялось. Если в старых играх в эпизодах было всего по 45 уровней, и в каждом эпизоде была своя локация, свой фон, а иногда и несколько, какие-то новые блоки, чтобы интерес к игре не спадал, то здесь у нас 160 уровней, и чтобы не заскучать, вот тут у вас фон в меню меняется, через 80 уровней. Ну и там всякие детали на нем можно открывать. Ну, то есть в этой игре новый контент появляется очень медленно. Это касается и новых блоков, и врагов. Играть 160 уровней на одном фоне довольно тяжело и быстро наскучивает. Тем более таких неинтересных уровней. Ну и теперь, думаю, пришло время поговорить об обновлении. Потому что в основном оно затронуло визуальную часть игры. И в позитивную сторону. Изменили текстуры и добавили новые анимации. Свиньи, которые раньше выглядели умственно отсталыми, теперь выглядят, ну, странно, конечно, но лучше. И им добавили новую анимацию. Это, конечно, не уровень Angry Birds 2, где свиньи реагируют на происходящее в игре, но тоже неплохо. Теперь они выглядят более живыми. То же самое про свиней с жвачками, которым добавили анимации. Анимацию добавили даже Пекинпу, но как раз такие мелочи и оживляют игру. Также текстуру замороженных птенцов заменили, и теперь они действительно выглядят так, как будто их заморозили, а не как раньше, где во льду просто сидели улыбающиеся птенцы. В обновлении поменяли и вступительную катсцену, теперь это не слайд-шоу, а полноценная анимация, которая выглядит так же, как и выглядят рекламные ролики на ютубе. И получается, что вот эти ролики продолжают сюжет вступительной катсцены. И это реально круто. Не то, что Reloaded со своими кривыми анимациями. Также исправили некоторые визуальные проблемы, когда, например, из клетки с синим птенцом вылетает птенец не синего цвета. Теперь с этим все нормально. Похоже, что Rovio не наплевать на игру и игроков. Правда, они не исправили воссоединение фиолетовых мотыльков, просто они соединяются в зеленого, но, возможно, еще в будущем поправят. И также вспоминаю, что Реда и мотыльков они тоже улучшили, ну, хотя бы на словах, что уже хоть что-то. Могу сказать, что Rovio пытаются сделать игру более живой, чтобы привлечь более взрослую аудиторию, и это похвально. Теперь здесь не просто свиньи с глазами в разные стороны, а у них есть полноценная анимация. И исправление Реда и Светлячков все-таки говорит о том, что разработчики уважают игроков и хотят не только выбить донат, но все-таки сделать игру, которая будет относиться к игроку с уважением. Так что, думаю, игра будет развиваться в лучшую сторону и, возможно, даже станет чем-то
Ну, если не интересным, то хотя бы достаточно приятным. Ну и теперь поговорим о звуковом оформлении. Ну, здесь нечего особо говорить. Все звуки достаточно приятные, саундтрек тоже такой медитативный, расслабляющий. Он отлично сочетается с приятной графикой и таким гладким, можно сказать, округлым визуальным стилем. Так что если подправить физику, то в игру станет играть действительно приятно. Что же касается технической части, то в игре есть баги. В основном они визуальные, и их особо не пофиксили. Мне кажется, их стало даже больше. Поэтому я не знаю, будут ли Rovio их исправлять или нет. Но если они действительно хотят сделать из игры что-нибудь стоящее, то стоило бы. Также есть баги, которые мешают игре. Они встречаются редко, но все-таки бывают. Вот, например, здесь у меня пропали птицы, и теперь я вообще не могу играть. Не знаю, что делать, остается только выходить и заново начинать. Ну и я потеряю серию побед и жизни. Класс. И раза два за игру у меня такое было. Что же касается оптимизации, то даже на неплохих устройствах, на которых я играл, игра иногда подвисала во время каких-то анимаций, когда происходят большие разрушения, взрывы, способность Реда используется, особенно когда Ред усиленный. Конечно, на игру это никак не влияет, но все равно, почему она подвисает? Может, это только у меня так, но я играл на двух разных устройствах и не каких-нибудь дешевых телефонах. Тем более, это какая-то казуальная Angry Birds Journey. И почему так тогда? Да и вообще игра не оптимизирована для большого количества устройств. Конечно, более слабых, но не то, чтобы в этой игре было что-то такое, что ее нельзя оптимизировать. Но она даже у меня подлагивала, так что не знаю, что они будут с этим всем делать. Из требований там Android 7 и выше, и iOS 13 и выше. Но в случае с Android игра может не поддерживаться и на устройствах, у которых версия Android выше 7. Так что непонятно, что будет с оптимизацией дальше, может они просто еще не сделали поддержку для каких-то разрешений экрана, а может еще что-то, будут ли они ее делать или нет, ничего не известно. Что касается реакции на эту игру, оценки у игры в Apple Store и в Play Market неплохие. Ну, в целом реакция на игру была положительная. И это понятно. Наконец-то игра с рогаткой, напоминающая старые игры, и здесь хотя бы уровни оригинальные. Да, Reloaded. Ну а тем, кому игра не понравилась, среди минусов выделяют физику. Ну и понятно, что некоторые просто не могут принять игру в такой стилистике и считают ее детской. Так что в целом игра все-таки зашла. Об этом говорят и некоторые данные из того самого финансового отсчета. Согласно нему, Angry Birds Journey стала четвертой самой крупной игрой Rovio, после Angry Birds 2, Dream Blast и Friends, что, согласитесь, неплохо. Размер игры считается по доходу, который она приносит. Но все-таки стать на четвертое место было не так уж и сложно, нужна лишь рабочая система монетизации, что говорит о том, что те игровые манипуляции все-таки работают, и бренд Angry Birds. Потому что, Rovio нормально поддерживают только эти 4 игры про птичек в данный момент. А остальные игры, не связанные с Angry Birds, не такие популярные. Хоть Rovio и купили Ruby Games, но и их игры, конечно, не сравнятся с Angry Birds. И Rovio пишет, что вскоре Journey станет третьей по размеру игрой. Извини, Angry Birds Friends. И вообще, согласно отчету, дела у Rovio налаживаются. Они почти вышли на прибыль 2019 года, но учитывая то, что ковид все-таки нанес какой-то удар компании, можно считать, что уже вышли. Это говорит о том, что все-таки возвращение старых игр идет на пользу компании. И перед тем, как подвести итог по Angry Birds Journey, давайте прочитаем интервью с разработчиками, вышедшее на Pocket Gamer. Сегодня Rovio выпустила новую игру в своей популярной серии о птицах. Она называется Angry Birds Journey и обещает возвращение к рогатке, с которой знаком любой давний мобильный геймер. Недавно у нас была возможность пообщаться с руководителем игры, Тима Пиетиля, и ведущим геймдизайнером Сандра Квильвидзе. Надеюсь, я правильно произношу. Вместе мы обсудили более милый художественный стиль игры, будущие обновления и то, что отличает Angry Birds Journey от своих предшественников. Не могли бы вы представить себя и свою роль в Angry Birds Journey для наших читателей, пожалуйста? Тима Пиетиля. Меня зовут Тима Пиетиля, я руководитель игры Angry Birds Journey. Мое путешествие по этому проекту началось, когда я объединился с Сандро весной
2019 года, чтобы сформировать первоначальную команду Rovio из 2 человек, занимающуюся концепцией игры. С этого момента мы выросли в основную команду из 30 человек. Моя задача в команде заключается в том, чтобы гарантировать, что мы все работаем над одним и тем же последовательным видением как в игре, так и на маркетинговом фронте, а также в том, чтобы у нас были все необходимые должности в команде и таланты мирового класса, которые их занимают. Сандро Квалевидзе. Здравствуйте, я Сандро Квалевидзе, ведущий дизайнер Angry Birds Journey. Когда я присоединился к Rovio в свой день рождения в январе 2019 года, меня попросили сделать новую игру Angry Birds, которая имела бы рогатку в той или иной форме и была бы доступна для всех. Это все, с чем мне пришлось работать. Rovio исключительно хорошо выполняет свой девиз – иметь автономные команды, поэтому мне была предоставлена свобода действий и любые ресурсы, которые мне нужны, когда я в них нуждался. Работа ведущего дизайнера меняется в зависимости от фазы разработки. В первые дни моя работа заключалась в создании игры, ее направления. Я даже иногда писал код. К счастью, большая часть этого кода не попала в вышедшую версию. Со временем моя деятельность сместилась с практической работы на более прямое руководство командой и управление творческим видением. Angry Birds Journey имеет гораздо более милый художественный стиль, чем другие игры серии. Почему вы решили использовать такой подход? Сандро Квалевидзе. Journey для всех, поэтому мы хотели найти такую стилистику, которая понравится как можно более широкому кругу игроков. Еще одна художественная цель, которая у нас была с самого начала, заключалась в том, чтобы сделать все вещи в игре большими на экране, чтобы игра была легко читаемой и не нужно было увеличивать и уменьшать масштаб вручную. Дупло вместо лего была мантрой, которую я постоянно повторял своей команде, и они проделали звездную работу, выполняя это. Таким образом, одна из причин, по которой игра выглядит симпатичнее, может заключаться в том, что персонажи и их эмоции стали более заметными в целом. Тима Пиетиля. Я бы сказал, что художественный стиль игры отражает нашу цель сделать самую доступную игру с рогаткой в мире. Эта игра была сделана для сегодняшней среднестатистической аудитории мобильных игр, в то время как оригинальная Angry Birds была сделана для среднестатистической аудитории мобильных игр 2009 года. Эти две аудитории совершенно разные с точки зрения предпочтений и ожиданий. В случае Angry Birds Journey ее целевая аудитория довольно сильно пересекается с аудиторией казуальных головоломок, поэтому мы также черпали много вдохновения из этого жанра. Есть ли у вас какие-либо планы развития игры после ее релиза? Если да, не могли бы вы рассказать нам немного о них? Тима Пиетиля. В течение этого года в игре появилось много интересных новых вещей. Одним из ключевых аспектов игры, которые наша аудитория действительно ценит, является простота игрового опыта. И для нас важно, чтобы мы поддерживали это казуальное ощущение и избегали ненужных сложностей с функциями и игровыми системами. Наибольшее внимание всегда уделялось и уделяется самой игре и контенту для уровней. У нас есть много никогда ранее невиданных игровых механик и целей для игрока на уровне в игре. Мы продолжаем регулярно вводить новые, чтобы продолжать добавление нового контента. Мы также продолжим улучшать основной игровой опыт и добавлять новые типы событий, чтобы дать игрокам новые цели и награды. Сандро Квалевидзе. Тима сказал все правильно. Одна вещь, которую я мог бы добавить, это то, что мы хотим привнести социальную функцию в игру. Это позволило бы нам сильнее объединить игроков, чтобы они помогали друг другу, сотрудничали и соревновались. Angry Birds Journey включает в себя механику рогатки, с которой мы все знакомы. Но включает ли она в себя что-то новое, о чем вы можете нам рассказать? Сандро Квалевидзе. Если бы я указал на главную новую вещь в Journey, это то, как она играется. Игры в классическом геймплее всегда были о забавном разрушении через физику. Но для того, чтобы наслаждаться этим, игрокам нужно было хорошо прицеливаться, определять время, когда лучше использовать способность птицы в воздухе, и учитывать, какая птица эффективна или нет против какого материала. Мы хотели сделать игру, которая продолжила бы наследие упомянутого разрушения, но вместо этого сместила бы акцент с необходимости развивать технические навыки, которые могут быть препятствием для многих, на стратегию. Это позволяет нам открыть любимый геймплей рогатки для еще более широкой аудитории, при этом взглянув на него по-новому. Тима Пиетиля. Предыдущие игры с рогаткой были о том, насколько хорошо вы можете выполнить желаемый выстрел. В Angry Birds Journey задача заключается в выборе правильного выстрела.
Речь идет о том, что вы можете сделать с этой конкретной птицей в этой конкретной ситуации. Но это, конечно, звучит круто, но как с такой непредсказуемой физикой, когда непонятно, погибнет ли свинья, упав с этой высоты на блок или нет, можно говорить о какой-либо тактике. Здесь даже птицу нельзя сменить. Разве тактика не заключается в том, когда использовать способности, против каких блоков было бы выгоднее использовать эту птицу в данный момент? Ладно. Идем дальше по интервью. Есть ли новые играбельные персонажи в Angry Birds Journey? Можете ли вы рассказать нам о том, как вы создаете новых птиц? И есть ли какие-либо трудности с тем, чтобы сделать их отличающимися от других? Тима Пейтиля. В игре есть несколько совершенно новых побочных персонажей, но фактически играбельные птицы знакомы по предыдущим играм Angry Birds. Самое большое изменение по сравнению с предыдущими годами заключается в том, что мы переосмыслили их способности. Мы хотели, чтобы все играбельные птицы в игре работали одинаково, чтобы их способность вызывала удар. Из-за этого мы переработали все способности птиц, сохраняя при этом их верными своим оригинальным концепциям. Сандра Квилевидзе. Решение о том, сколько птиц будет и какими будут их способности, было принято на ранней стадии, так как остальная часть игры зависит от этого. Благодаря богатому актерскому составу персонажей из предыдущих игр, у нас было много птиц для работы, но существует шаткий баланс между сохранением элегантного геймплея и достаточным присутствием персонажей из вселенной Angry Birds. Например, у нас могло быть только 3 птицы, что значительно упростило бы задачу придумывания различных способностей, а также облегчило бы игру. Но мы хотели, чтобы Journey была богатой персонажами и чувствовали, что 3 будет слишком мало. С другой стороны, есть еще много птиц, которых мы могли бы добавить, но тогда игровой процесс станет слишком сложным. С точки зрения игроков, слишком много способностей, чтобы понять и запомнить. И с нашей способности птиц начинают пересекаться друг с другом и становятся избыточными. Мы чувствовали, что 5 хватит, чтобы достигнуть правильного баланса в игре. Да, как же мы раньше жили. Столько способностей надо было запомнить, кошмар. Ну, спасибо, что оставили 5 персонажей. Хоть запомнить все способности и тяжеловато, но все-таки реально. А вот если бы их было 6... Ну а если честно, то в их словах, конечно, есть логика. Потому что зачем действительно нужны персонажи с похожими способностями, как, например, в Reloaded, где свиньи просто копируют способности птиц. Поэтому, если они добавили бы в игру, например, Бабблза, то его способность действовала бы так же, как и у Бомба, поэтому смысла бы в ней не было. Ну а способности других персонажей просто нельзя перенести в игру. Потому что, ну, как будут активироваться способности Хейла, Матильды, Синей Троицы при контакте с блоками. Ну а Терренс в этой игре просто не нужен, потому что птицы и так отлично разрушают все блоки, и в игре есть усилители, которые увеличивают птиц. Это было все интервью. И что можно из него вынести? Понятно, что эта игра сразу задумывалась, рассчитанная на семейную аудиторию. Поэтому такая стилистика, графика, понятный интерфейс. Ну и отсутствие возможности перепрохождения уровней, чтобы не усложнять игру. Также поэтому здесь такой простой геймплей. Правда, это физика с кучей бесячих моментов, когда нужно расчищать завалы и уничтожать по отдельности клетки, упавшие в разные части карты на блоки. Ну, это как-то не очень подходит для семейной аудитории, как по мне. Также довольно интересное интервью с саунд-дизайнерами игры вышло на Sound Effect. Там они подробно рассказали о создании звуков для игры. Интервью вышло довольно длинное и интересное, но читать я его здесь не буду, потому что оно все-таки довольно длинное, и думаю, многим будет не сильно интересно его слушать, но те, кто хотят, ссылку я оставлю, можете почитать, это все-таки довольно занимательно. Но если подводить в целом итоги по игре, ну, это все-таки довольно спорная игра. В целом, по атмосфере она очень сильно мне напомнила игру Angry Birds Stella. Тоже некое путешествие за артефактами, в том числе и в виде яиц. Такая немного мистическая атмосфера, разные свиньи с уникальными фишками, тоже какие-то джунгли, пещеры, приятный визуальный стиль, музыка. Ну и да, в этой игре, конечно, есть интересные игровые механики, вроде свиней-строителей, которые после попадания выстраивают себе башни.
но не то, чтобы ради этого стоило бы играть в эту игру. Кто-то писал, что это неплохой таймкиллер. У меня до недавнего времени не было особой потребности в таймкиллерах, но все-таки она появилась, и знаете, это все-таки довольно скучный таймкиллер. Долгое время играть в эту игру попросту сложно, она скорее начинает раздражать. Да, даже Dream Blast, в который я недавно поиграл, в этом плане получше. Он гораздо понятней. Да и если вам нужны таймкиллеры, то есть Friends со своими постоянными турнирами, события в Angry Birds 2. Journey, конечно, может занять вас на время, но не думаю, что надолго. Так что кому нужна эта игра, в целом не очень-то понятно. Пока даже классная графика и музыка не спасают. Но может в будущем эта игра и станет поинтересней. Мне она была интересна в качестве такой некой подкладки, в которую можно поиграть до выхода ремейка Angry Birds, который, к слову, уже вышел. Правда, из-за известных событий скачать его в России легально не получится никак, я пробовал, поэтому остается только пиратить. Но про Angry Birds Classic мы еще поговорим в ближайшее время. А что же касается Angry Birds Journey, то не думаю, что я буду продолжать в нее играть. По крайней мере, в ближайшее время уж точно. Но за обновлению следить буду. Вряд ли мы еще поговорим об этой игре так подробно, но кто знает, возможно, она станет еще чем-то интересным в будущем.